Вон там впереди идет Мишка по левому берегу. Здесь река широкая. Я сейчас тихонечко по правому берегу. Я думаю, он не будет возражать. Сейчас он, кстати, может почует. Он все-таки мне в спину ветер подул. С этой стороны мелко. Придется пешочком. Вот здесь вот узковато. Метров 40, а может 30. В местности, где велика вероятность встретиться с медведем, стараюсь заметить его раньше, чем он меня. Главное не столкнуться с ним неожиданно, на слишком близком расстоянии. От испуга зверь может и напасть. Поэтому лучше предупреждать его о своем присутствии заранее. Самое страшное для медведя – это человеческий запах. Но не всегда ветер дует на зверя. Поэтому, когда медведь идет ко мне и не чует меня, предупреждаю его криком, пуском ракеты, стуком звонких металлических предметов друг от друга. Ну вот сидит, на меня смотрит. Тоже думает, что ему делать. Неохота ему убегать. Ладно, уйду, подумал он. Здоровый. Так уж и быть. Спасибо тебе, дорогой. А вообще стараюсь не пугать медведя без надобности. Лучше переждать, понаблюдать за ним. Он занимается своими делами и, возможно, удалится от меня сам, даже не заметив. Я сейчас пройду, ты дальше пойдешь. Надо быстрее идти, чтобы он тут особо не обиделся. Он горочку поднялся, поверху пошел. Чего от меня приглядывается? Похоже, он вообще не боится. Ну вот, похоже, договорились. Все это время, что я отплывал, он сидел на том же самом месте. Сейчас я сниму. На том же самом месте и ждал, пока я уйду. Той же самый позе почти. Вообще завалился. Спать. Приближается конец моей водной части маршрута, сплава по Эргувиему. Между вот этими двумя сопочками сейчас пройдет река. И вот за этой сопкой там слева впадает Ватап Кайваам, по которому я уже пойду вдоль него вверх. Там около 80 километров до начала следующего сплава. Хорошо катим, можно расслабиться, полежать в лодке. Ветер попутный, перекатики. Вдали остаются горы со снежниками. Прощайте, медвежьи угодья с сосновой рыбой. Итак, сегодня к обеду 25 августа я закончила сплав по реке Эргувием, в том месте, где в него впадает Ватап Кайваам. Ватап, в переводе с чукотского, это ягель. Кай – это мало. Уменьшительный суффикс. Ватап, Ваам река. Ватап Кайваам – это малоягельная речка. Но это не значит, что здесь я не могу встретить кочующих оленеводов, потому что летом олени питаются в основном зелеными листиками, веточками ив, очень любят грибы, а ягель это больше зимний корм. Так что есть надежда на встречу. Из последних хвостов и голов, и там еще куски красной рыбы, я варю уху перед отправлением в дальнейший путь.
Отсюда мне предстоит пройти порядка 80 километров до начала следующего сплава по следующим речкам. Это будет следующий этап моего путешествия. Вода Пкайвам здесь совсем маловодный, ну как, впрочем, сейчас и все реки. Засушливое лето, мало воды. И вот место впадения в Эргувием. А вон там вдали видна перевалочная база Рудер. Это раньше, когда был совхоз оленеводческий здесь, был склад продовольствия, и кочующим бригадам отсюда распределяли продукты. Сейчас, похоже, она не жилая. Ценители рыбьих голов меня поймут. Опять мишки. Мишки. Я сначала увидела, кто-то бежит маленький, типа росомахи по отмели. Смотрю, мишки. О, даже 3 выводок. Это да. Ну, наверное, это тоже медвежонок был. Не росомаха, мамаша с медвежатами. Это уже опасно. Как бы они сюда не дошли. Пока, похоже, они не сюда путь держат. Ну ладно. Блин. Все-таки сюда может пойти. Сигнал охотника, что ли, дать? Вот сейчас дам. Сейчас выстрел, а они хоть бы что. Пожалуй, я сейчас в сторону иду. Да они пасутся, им, до меня нафиг, я им не нужна. Сейчас я иду, пожалуй, в сторону. Просто уйду отсюда. Не буду их пугать. Ухожу. Ну вот, я вышла на тундру, через кусты прошла. Мой лагерь вот тут у реки. Сейчас я выйду по ветру так, чтобы против ветра, чтобы на них подул. Я их спину сейчас видела, они уже недалеко от моей стоянки проходят. Но сейчас ветер должен от меня на них подуть, и они, надеюсь, будут предупреждены. А то сигнал охотника даже вообще не среагировали, ну никак. Я в воздух дала ракету. Я думала, они пройдут и все. Они все-таки почуяли мой запах, когда вышли на след. Ветровой видно. Ну хорошо, что они испугались. А то тут медведь даже и вообще не думал бояться. Где третий? Все-таки человеческий запах – это сильный фактор страха. По тундре здесь все-таки тяжело. Вышла на галечники. Но вот иногда приходится уходить в кусты, но что самое интересное, здесь вот есть тропиночка. Прям ногами я ее чувствую в кустах. Ну вот она обходит этот берег, где по галечнику не пройдешь. А так вдоль речки идти очень легко. И вон уже там просматривается база. Вон она. Ну а идти по каменистой тундре – это всегда сказка. Легко и приятно, красиво. Хожу к базе. Да, не одна я тут иду. Базы явно не жилая. А домик смотрится вполне ничего. Может, он сохранился. Посмотрим, что там внутри. Нет, стекла все тут побиты.
какой-нибудь болот зайду, посмотрю еще. Да, вот такие дела остались. Сломается пока. Вон тут полный бардак. Абсолютнейший. Вот ведь какие были переходы. Чтобы на улицу не выходить. Не, грустно здесь. Запустение полное. Пол как бы не провалился. Открывается. Не, ну там нечего вообще делать. Не пойду. Ох, а ведь это банька была. Да. Все было. Вон та видно, прям дорога тянется. Это сколько было труда вложено, сколько досок завезено, стройматериала. Да, хорошая была база. Любопытство удовлетворено, ухожу спать, уже ставшую мне родной тундру. Еще здесь сохранились остатки кораля. Здесь проходил забой оленей. Куча рогов осталось. А здесь вообще целый лес. Лес рогов. От базы решила идти дальше, напрямик по тундре. Но попал в такие кочки, что пришлось пробираться к реке. И здесь, поближе к руслу, идти еще можно. А в этих кочках, которые начинаются там вдали, это просто какой-то кошмар. А в реке я уже увидела рыбу. Если меня спросить, что самое страшное, так это качкарниковая тундра. Сейчас еле из нее выбралась, там не то что снимать вообще. Вообще идти невозможно. Я даже ругалась. Наконец я снова выхожу к реке, я просто срезала там несколько петель. Но теперь все, я пойду только вдоль реки и надеюсь, это будет проще. И, конечно же, приятней. Ну вот, сходила я сейчас в рыбный магазин. На более глубоких местах сразу берет. И достаточно крупный хариус. В Атап-Кайваме здесь, оказывается, водится. Сначала одного вот этого взяла. Думаю, ну ладно, еще на обед надо еще одного. И второго. Вот он, ну, больше килограмма весит точно. Это, в общем, не характерно для хариусов. А это хариус. Ну, вот такой крупный экземпляр. Ох, сейчас буду... И на обед хватит, и еще на ужин. Подсолю, ну, понесу с собой. Зато сейчас при тепле все обработаю. Вечером не буду возиться. На закатном солнышке идти великолепно, красиво. Речка повернула к югу, ветер мне в спину. Это очень хорошо, потому что мой запах предупреждает медведей. А следов полно у реки. Я то подхожу к воде, то отхожу. Там, где кусты. Иду вот старицами. Великолепно идется после вкусного обеда. Только вот обеды, конечно, на рыбе занимают много времени. И так наедаешься, что тяжело идти. Но и без них я уже тоже не могу, без подпитки.
А я по пути нашла вот парочку хороших дровин. Этого мне должно хватить пожарить рыбу и сварить чаек, кашку. Попалось мне местечко под берегом, где много дров. Я не преминула этим воспользоваться, перекусить, хотя время еще не совсем обеденное, но сейчас какао попью. Вот такой здесь перекатик. О, вы не представляете, какое блаженство я испытываю. А то я у костра еще не помню, когда грелась, все маленькие щепочки, только бы чтобы закипело. На самом деле сейчас похолодало, морось. У меня руки так задубели, спички еле вытащила, чтобы разжечь костер. Вот, ну, в общем, дошла до ручки. Мало есть, даже много рыбы уже не помогает. Вот сейчас съела сухарики, немножко получше стало. Вышла уже в самое верховье Ватап Кайваама. Здесь разветвляется. И мне надо уходить прямо между вот этими двумя сопочками. Там такой водораздельный переход. Много озер. Боюсь, как бы там не было заболочено. Потому что заболоченности — это самые трудные участки для прохождения. Если там качкарник особенно. У меня и так что-то скорость снизилась. Уже в день не прохожу 25 километров. Пока. Трудная дорога. Это вот здесь хорошо. А как кочки начинаются, болото, там все, встаешь сразу. О, какие тут деревья. Стланник. На притоке Ватап Кайваама, который я сейчас перехожу. Ну, через эту полосу кустов еле прорвалась. Вот там он ужас. Вот она, красная рыба в этом маленьком ручье. Ну вот, приречные кусты остались позади. Здесь снова чистая тундра. И слава богу, она не очень такая уж прям труднопроходимая, да, мягко, болотисто, но сухо. Все-таки сушь стояла. И невысокие кочки, а впереди я уже видела бочки. Вон уже должны сейчас появиться перевальные озера. 25 из 75 я прошла на Волоке. Но, наглядевшись на Ватап Кайваам, что-то у меня такое подозрение есть, что та речка, по которой я собираюсь сплавляться до Йони-Виема, там еще 50 километров, она может быть такой же плохо сплавной, как Ватап Кайваам. Тогда мне еще 100 километров топать. Ну ладно, посмотрим. Вот одно из перевальных озер. Их сейчас тут очень много будет. Ничего, так по-божески тундра. Приятно оказаться на сухом твердом бережку тундрового озера. Кто там по болоту переходил, а тут вот такая полигональная тундра протаивала такими узорами. Одно из озер перевалено. Большое. Я знала, что этот участок будет сложным, но на 50 километров Волока мне еще хватит бензина. А если он продолжится, пойду на морально-волевых. Неохота лишний раз раскатывать болотники. Ладно, вот сейчас переберусь уже. Опять сухо. Так, сейчас прошла второе озеро, вышла на ручеек. Вон мне еще сколько
озер, тундры. Вот, до этого озера бы дойти сегодня, это было бы великолепно. Удивительно, что здесь такой открытый голый тундре встречается низкорослый кустарник. А это значит дрова. Сейчас я экономлю все. Продукты и газ. И даже спички. Все, я живу. Пошел ручей в мою сторону, потек. И я сейчас увидела промелькнувшего хариуса. Небольшого, но все. Продуктами я могу быть обеспечена. В случае чего. Правда, это время пока иду так. На моем пути посреди тундры вырисовался волок. Как не зайти, не посмотреть, он прям на сухом пути стоит. Ох, ё-моё, в балке-то, блин, медведь. Что же он там делал? Хорошо испугался. Ёлки-палки, что же он в балке-то делал? Жили продукты ел. Да, ну хорошо, что испугался. Я сначала подумал, неужели собака люди? Фу. Эх. Ну ладно, хорошо, что удирает. Как бы он там только не поел что-нибудь, если там что-то есть. Сейчас повернулся, на меня посмотрел. Дальше уже пешком пошел. Но далеко нужно. Да, интересно, как с виду чего смотрится. Не, это только с виду. Все тут переворочено. Эх. Ой, блин. Да. Все. Нежилой. Была спичечка. Ничего тут нету. Ну ладно. Ладно, хорошо. Хоть дальше вот тут хороший участок тундры какой-то тянется. Хоть идти будет полегче. Гагары. Темнозобые. А ведь мне повезло в жизни. Я уже видел и держал в руках розовую чайку. И мы вместе слушали, как плачут на озерах гагары, и наши спины сгибались под тяжестью гусей. Не каждому посчастливилось замирать от ужаса в Восточно-Сибирском море. Не каждый чуть не плакал от злости на 30-м километре кочек. Олег Куваев. Кого-то испугались. Фух, кажется, я выбралась из этого нескончаемого болота, где пришлось болотники даже поднимать. Там аж засасывал местами сухую землю, сухую каменистую тундру. О, это счастье. Сегодня дует сильный северный ветер. Хорошо, что я иду под углом к нему. Иду на юго-восток. Вот по такой высоковой тундре идти хорошо. Она хоть чуть-чуть и заболочена, но здесь нет кочек. А так холодно, плюс 7, но из-за того, что ветер ледяной, просто чувствуется дыхание с севера. Руки замерзают. Далеко куда-то брала перчатки, хорошо носки. Рядом я носки уже надела на руки, запасные. У ручьев здесь прям какой-то свой микроклимат, оазисы высоких кустов, убежище птичек.
Когда с подболоченной тундры, вот такой, где ноги вот так пружинят, выходишь вот на такой берег, это просто замечательно. Здесь вдоль кромки можно идти, здесь жесткое основание и хорошо идется. Там Балук вдали виднеется на той стороне, но наверняка не жилой, даже и не пойду туда. Очень жалко, что в этом году такое лето неурожайное. Что-то ни голубики, ни морозки еще ни разу вдосталь не ела. Так, ягодки отдельные. И витаминов, конечно, не хватает. А вот грибов местами хватает. Не пасли здесь оленеводы олени, не пасли. Вышла я на перевал. Здесь открывается сразу вид на несколько озер. Жесткая тундра. Вот туда мне еще пройти. Километра 4-5. И уже там будет... Это речка, но не та, по которой мне еще сплавляться. Только подумал, что мало голубики, как мне преподнесли вот такую поляночку, где есть чем поживиться. Ну вот я и перевалила к речке, вдоль которой буду продолжать дальше волоковой путь свой к настоящему сплаву. Но вдоль речки уже, надеюсь, пойдется легче. О, какие там сооружения в горах. Каменистая тундра здесь такими вспученными большими буграми идет. Это вот так вечная мерзлота оттаивает. По краям скапливается снег, лед. Замерзает, растрескивается. Такую структуру образует, интересно. Местечко живописнейшее. Иду здесь не так сильно. Сейчас здесь пообедаю. А потом вон туда. Вверх по течению. Речка вполне глубокая. На броде черпанула. Не было выхода. Обязательно надо было переходить. Еще и носок здесь был, который я на руку наливаю. Жалко, замочила. Обидно. Но вторая штанина сухая пока. Нет, так сухо. Нормально. В басах такого, да. Пока теплая, надо быстрее отжаться. Так вообще ветер с севера чреват переходом в снег. Я думала, потеплело. Но также плюс 7. Это просто после обеда, пока работает какао с сухарями, надо быстрее бежать. Но на руках у меня вот пока все равно носок. Один теперь остался для тепла. А то перчатки сегодня глубоко засунула. Не думала, что будет холодно. А вот она. Прохлада нагрянула. Речка тоже сплавная, ой, нерестовая оказалась река. Здесь валяется снулая рыба, я уже красную видела. Но ветер мне в спину, сейчас хорошо, медведи должны меня чуять. Вот сейчас тут надо вброд переходить. Так что все нормально. Камера работает, все нормально. Вчера я ее подмочила чуть-чуть при съемках. Хороши сапоги тем, что их можно протереть вон любой тряпочкой. Сейчас я их протираю банданой, которая у меня от солнца. А портянки единственная сухая обувь, которая у меня внутренне осталась. Все-таки вчера на броде замочила. Сапог, да и когда идешь по
по мороси, по кустам, постоянные броды. Все равно отпотеваешь и мокнет. Так что, ой, ночью было так холодно, хотя всего +4. Я думал, завалило снегом. Так потом стихло все. В 2 спальниках сегодня спала, ну просто холодина дикая. Но снег не выпал, нормально. Боялась, что такая непогода вдруг сейчас продлится тут неделю. Но нет, все в порядке. Ветер подстих. Вот у меня от обуви остались вот такие вот подследники, которые мне подарили в Агвикеноте из собачьей шерсти. Вот сейчас очень помогли. Портянки надеваю и их. И вот можно сейчас в сапоги залезть. Ну, конечно, штормовка даже под гидрокурткой вчера у меня промокла. Но я дошла до очень хорошего места. В общем, здесь можно пережидать непогоду сколько угодно. Я сейчас дров найду. Вчера-то какой же костер уже в сумерках. И под дождем. Если рыбу можно ловить, и рядом даже вездеходная дорога проходит. Не знаю, когда здесь вездеходы ходят, но, в общем, здесь люди бывают. Ну да, вот так я и думал. Меня просто накрыло туманом. Но вот такой туман, он низкий, очень холодный. Здесь вот были вчера видны горки. Сейчас, конечно, ничего не видно. А не, вон там вот более-менее. Вот такое у меня великолепное место на высоком тундровом берегу. Настоящем, не на замытых галькой берегах, где может, если вода прибывает, там может все залить, а здесь нет. Так что дров найду сейчас, буду сегодня пережидать, сушиться, греться и отъедаться. Надо хариуса поймать. Вот в этом узком месте между высокой террасой и крутым берегом проходит вездеходный след. В этом году, видно, еще не проезжали. Нет свежего. Ну, бывают люди. Хотя, может быть, их здесь очень давно не было. Здесь следы сохраняются несколько лет. Дожигаю последний, вернее, предпоследний маленький баллон газа. Но у них их всего 2. Вот таких вот. Первую неделю-то я шла все время по горам. Там не было дров. А здесь вот, даже если есть дрова, в плохую погоду не особо воспользуешься. А сплю я сегодня на ковре вот из такого ягеля. Это Цитрария исландика. Исландский мох, как его неправильно называют. Это лишайник. Лучше оленей корм. У меня здесь просто ровный ковер его. На нем и сплю. И кофе у меня еще есть горячий с маслом и молоком. Сейчас подсушу штаны на костре и дальше. Вот такой у меня натюрморт. Но на самом деле главное не штаны просушить. Штаны на ветру высохнут. Спальник сейчас подсушу пуховый, а то он отсырел за ночь очень сильно. Ну и внутренние сапоги, они, конечно, тоже важны, чтобы нога не вихляла в самом сапоге. Вот. Дров хватает, если с пилой ходить по отмелям. Итак, сегодня пошел 2-й месяц, вернее 2 месяца уже прошел 3-й месяц пошел моего путешествия. 2 месяца нахожусь на маршруте, а на второй части маршрута нахожусь уже вот сегодня 16-й день. До реки, по которой я предполагаю смогу начать сплав по притоку Йони-Виема, до нее осталось 12 километров. Судя по тем рекам, которые были за перевалами, они показаны были такой же ширины, такой же глубины, там сплавляться было нельзя. Вот здесь можно. То есть через 12 километров решится все, смогу я дальше плыть или мне придется еще идти, там порядка 50 километров до Йони-Виема. Погода все это время второй части маршрута, в общем-то, меня баловала. У меня не было ни одной дневки по поводу погоды. Но вот вчера так сильно похолодало, сильный северный ветер. И сейчас до сих пор холодно, хотя уже погода улучшается. И я сейчас пойду. Вот подсушу только немножко вещи. И рыбы здесь нету, здесь делать нечего, в общем-то. Не ловится хариус. Вот. Костер даже здесь с трудом разводила.
с помощью сухого спирта, топлива, он не загорался. 3 спички израсходовал, пришлось налить клей, только после этого загорелось. И то не сразу. В общем-то, трудно почему-то разводить здесь костры. И ветер вроде и помогает, а иногда мешает. У меня осталось продовольствие, в принципе, на 2 недели, но сейчас у меня такой расход энергии, что еды не хватает. Если будет хорошая погода и сплав удастся начать сразу, у меня есть шанс дойти до мыса Дежнева, не заходя в поселок Лорино. Если же будет непогода и не будет сплава, возможно, мне придется выйти за продуктами. Сойти немного с маршрута, потерять время и силы, но ничего не поделаешь. Но посмотрим. Я надеюсь, что мне улыбнется удача и встретятся. Либо встретятся люди, которых я вот уже не встречаю 16 дней, либо будет хорошая погода. Ну а так, до мыса Дежнева остается уже порядка 320 километров, скажем так. То есть было около 700, осталось меньше половины. И я надеюсь, что смогу одолеть их. Река, по которой я иду вверх, но няма вам. Здесь от нее большой приток уходит вправо. Я дальше по ней иду, сейчас посмотрю, что там сверху. Какой вид. Красота, конечно, когда есть такие высокие террасы. А так, конечно, правильно ходить вот по таким галечникам, срезая повороты, переходя вброд туда-сюда. Здесь она уже мельче станет. Но утром после завтрака у меня есть силы. Вернее, еще после обеда. Но после еды у меня есть силы ходить еще и по верхам. Потом кончится, пойду по реке. Но не сказка ли? Тундра все-таки великолепна. Вот старый очаг. Интересно, что название реки может определяться не по характеру ее всей, а по какому-то одному участку. Как, например, там Неквием река определялась потому, что там в устье, только в устье были высокие ивы. А Нуна это земля по-чукотски. Вот здесь она как бы в земляных берегах течет в этом месте. Тут хорошо идти. Ошиблась, кажется, сказала Неквием. Телекей. Ива. Вот такая здесь речка. Вам. Вчера в сумерках надо мной так гуси пролетали вообще, они палатку мою не боялись, и прям на дне, видно, они на эту терраску летели ночевать, а тут моя палатка. Стая обалденная, конечно, очень много здесь гусей сейчас. Ух, какой крепыш! Ой, правда, здесь червивый, а так ножка толстая. Что-то мне слышится, или это вездеход? А нет, наверное, самолет. Да, по такой вот тундре, по такой земле, можно сказать, твердой, я бы ходила. Здесь очень хорошо. Мне крепышок встретился. Не, ну я их не ем. Я уже и на рыбе-то не иду. Лепешек надо, хлеба. Да, березка совсем уже красная. А я иду старинным вездеходным следом. По таким кустам иногда идет, что понимаешь, что по нему не ездили уже несколько лет. Не всегда заметно. Звук самолета здесь очень редкий. Очень. А вот чек часто орут. Вон под той горочкой обозначена база, но на старых картах дом на карте обозначен. Я думаю, что там опять ничего нет.
Вот какая грядовая тундра. Грядка сухая, заболоченность. Грядка сухая, заболоченность. Ох, люблю я тундру, но все-таки, чтобы без кочек. Сейчас выйду на каменистую. Каменистую тундру люблю не только я. Вот здесь тоже кто-то стоял. Гусей полно, в стаю уже собираются. Люди, где вы? Одни камни от вас пока попадаются. Вот, мне открылся вид за горки уже, за очередным водоразделом. Эти горки уже за моей рекой, по которой, я надеюсь, смогу сплавляться. По прямой где-то 7,5 километров. У себя в парке я бы пробежала за 40 минут, а здесь успеть бы за 3 часа до темноты. Это по прямой, по кривой-то тут ого-го набегает. Вчера я дошла до реки вечером Каитын-Рельваам, по которой думала сплавляться до реки Йони. Но уже так думала, что она будет несплавная, так и получилось. Придется еще километров 17 идти до большого притока. Может быть, там можно будет сплавляться. Но погодка вот налаживается. Солнышко уже появилось. И здесь кусты, дрова есть. Так что все отлично. Итак, вот в левом верхнем углу карты, вот здесь вот у меня была заключительная ночевка на сплаве. Сплавилась до впадения по Иргувиему, до падения в Атап-Кайваама. Отсюда сходила на перевал базу Рудер, посмотрела нежилую. И дальше вдоль Ватап-Кайваама шла до вот этой развилки. Дальше по тундре, придерживаясь ручьев. И вот вышла Нуньяма-Ваам, вот эта речка, по ней продвигалась дальше на юго-восток. И вот тут водораздел к реке Каитын-Рельваам. Это приток Йони-Виема. И вот отсюда, я надеялась, что начну сплав, но вот в следующей серии отсюда будет продолжение.